Коротко вспомним, да? Адам и Ева. Ева начала разговаривать со змеей в саду и вкусила запретный плод. Потом дала Адаму, и он ел. И оба увидели, что они наги, устыдились. И мне кажется, очень важно, интересно проследить, что же произошло там в раю. Во-первых, амартия, произошел грех, да? Вот мы вчера тоже затрагивали тему, что же такое грех, что есть такой момент, как различить грех или как это болезнь моей психики или болезнь природы, где я грешу, где действительно я должен выздоравливать, как я должен грешить. Так вот, что касается греха, для меня было интересно, когда я прочитал у Ролла, что базовые чувства, нет, начну с амартии. Амартия грех на греческом хрома, мимо цели. То есть грех это не совсем зло. Зло это конкретное противление добру. Это против добра, против блага. Это зло. Грех это поиск, будем так говорить, добра, но промах, мимо цели. Бог первым людям будем так говорить, дал обетование Божие, дал возможность расти, духовно возрастать и достигать обожения. То, что говорят православная аскетика, православные отцы, есть смысл христианского подвига, обожения. То есть мы призваны стать богами по благодати, через усыновление, через Иисуса Христа, через хождение в церковь, как тело Христово, приобщение к Христу, усыновляемся к Богу Отцу, становимся богами по благодати. Это было изначально. Максим Исповедник даже размышляет о том, что даже если бы не было грехопадения, то есть Христос бы все равно должен был бы прийти совершить этот подвиг, чтобы соединить человека с Богом через самого себя, чтобы итог обожения, конечный итог состоялся. И что мы слышим в вопросе, или в первом диалоге Евы с сатаной, это то же самое обетование, что вы будете как боги, если вкусите этот плод. Потребность блаженства, потребность совершенства, потребность, она была уже в человеке, человек обманывается, вкушает. И вот мне хотелось бы сказать о базовых чувствах, которые появились сразу же после грехопадения, которые мы иногда путаем с совестью. Это тоже так как информация, размышление, к размышлению, что Ролл, экзистенциональный психолог, психотерапевт, говорит о том, что базовыми чувствами в раю после грехопадения были стыд и чувство вины. И мне кажется, это очень важно, потому что иногда, когда мы испытываем эти чувства, мы говорим, что совесть мучает. Если же взять православное утверждение или православную концепцию в понятии совести как голоса Божия, то голос Божий не мучает, а голос Божий открывает. Совесть в человеке, если предположить, что это голос Божий, оно дает возможность человеку видеть правду, видеть чистоту, видеть истину, отделять зерна от плевел, быть честным перед самим собой, честным в отношении к окружающему миру. То есть это совесть. То есть совесть дает позитивное отношение к самому себе и к миру. То есть совесть дает возможность встретиться с Богом. Совесть дает возможность рассмотреть и увидеть божественное. Божественное в себе, божественное в другом человеке. Тут интересно, у нас произошел недавно такой анализ, что брат, один наш консультант, говорит: ты знаешь, я осознал, что после прочтения исповеди блаженного Августина, у меня такие озарения были, что я осознал, что
я себя все время отождествлял с грехом. И тем самым, боясь что-то исповедовать и открывать, я как бы покрывал врага, я его скрывал в себе. А теперь понял, что я свет, и я начинаю отождествляться со светом. И для меня его осознавание тоже стало очень важным, потому что я тоже как бы осознал, что в православии тоже есть такой момент, когда человек отождествляет себя с грехом. Но если я отождествляюсь с грехом, я в другом человеке вижу те же самые грехи. Я и других отождествляю с грехом. То есть если я сам тьма, то и другие люди для меня тьма. То есть и тогда отношения тьмы с тьмой не строятся. То есть отношения уже разрушительны. Если я это отношение вношу даже в семью или в отношении к детям, то есть если я вижу грехи, отождествляю себя с грехом, также отождествляю жену с грехом, вижу ее грехи, она видит мои грехи, то есть наши отношения строятся на греховных взаимодействиях. Но для меня было важное осознавание, что почему Бог нелицеприятен? Потому что Он есть свет. И каждого человека отождествляется светом. То есть, и вот тут для меня очень важен святоотеческий принцип. Видеть и любить человека и ненавидеть его грех. Я не смогу увидеть и полюбить человека, если я его отождествляю с грехом. А его отождествляю с грехом, если я себя отождествляю с грехом. То есть поэтому первоначально я должен увидеть свет в себе. Я должен отождествить себя со светом. Тогда я начну видеть свет других. И отождествлять других со светом. Тогда я смогу отделить вот эти зерна от плевел и действительно не принимать его плевел. То есть мне очень трудно было, я очень сильно, большую неприязнь испытывал к наркоманам. И очень долго мне эту же неприязнь испытывал в центре. То есть я себе задал вопрос, как я могу с ними работать, испытывая к ним неприязнь. Мне было очень трудно. Но когда вот это все произошло, и когда все-таки появилась возможность отделить их плевела химической зависимости от них самих, как света, увидеть свет, который не светит, я увидел очень много света. Мне стало легче. То есть не вопрос, что там, им может и не было самое тяжелое, но мне стало с ними легче. Для меня это очень был важный, такой вообще переломный момент, наверное, в отношении к людям. В частности, к людям, к больным людям. И о чем я это хотел? Это с кучки камер собирается понтовик. Мы говорили о нарушении отношений в раю. То есть, как бы, посыл какой. Да, вот я хотел сказать, что вот этот механизм, который сейчас я не так давно это осознал, вот сейчас этот механизм отождествления себя со светом и видения других света, это и есть работа моей совести, как голоса Божьего. Потому что голос Божий говорит, Он свет, и ты свет, и Он свет, и она свет. И видение этого света, возможность видеть этот свет, дает мне совесть. А чувство вины и чувство стыда, это уже как раз то, что делает во мне грех. И вот интересно для меня, как появились созависимые отношения в раю. А они выражены, созависимые отношения в раю, выражены словами. Она дала ему, и он ел. То есть я предполагаю, что у Адама еще были чувства не изменены, то есть это была любовь, а любовь выражается в доверии. А с ее стороны это уже было насилие. То есть насилие, так как она дала ему, и почему, опять же, я так рассуждаю логично, для себя логично, что последствия были все-таки больше против жены направлены. То есть для исправления. Епитемия была наложена на жену, если будем так говорить. То есть в болезнях она должна была рожать детей и к мужу влечение ее. Но это не вопрос, что я не говорю, женщины плохие, мужчины хорошие. Это так получилось. И женщины хорошие, и мужчины хорошие, и
те и те светы вообще это люди. Светлые люди. Но для меня важны именно вот эти базовые чувства, которые испытаны посредством греха. Стыд и чувство вины. Вот эти чувства гипертрофированные вносят изменения в отношения, то есть вносят нездоровые отношения. То есть и они требуют, вот, о чем я хочу сказать, что искаженные грехом чувства, искажение, которое внутри меня, то есть сам грех, он требует, чтобы я втянулся. Мне нужны подельники, мне нужны соучастники. Я должен втянуть еще кого-то в себя, чтобы облегчить свои страдания, которые у меня происходят в душе. То, что я вижу, произошло в раю. Но еще хотелось бы вернуть, опять же, к этому моменту чувств. Это к той теме, о чувствах, о которой я вчера говорил. Что есть базовые чувства человека, 4 базовых чувства, в которых он вращается. Грусть, радость, страх и злость. Это базовые чувства, и от них уже идут производные. То есть. И есть базовые чувства, как говорит Роллмейкер, последствия греха. Чувство вины и стыд. И вот это чувство вины и стыд, из моей практики, с практики нашего центра, что я вижу, то есть вот у зависимых и у созависимых, они максимально выражены. Зависимые все приходят, ему стыдно за все, что произошло, стыдно за самого себя, и он огромное чувство вины испытывает перед всеми, перед всем миром и во всем. То же самое происходит с их родителями, женами, близкими людьми. То есть стыд может быть за зависимого, чувство вины, что так произошло. И эти искаженные чувства, эти болезненные греховные чувства, вот в них вращаясь, получаются очень четкие сцепки, такие конструкты практически неразделимые. Но к этому я еще вернусь, я хочу обратиться к первой теме, даже что произошло в раю. Как происходит, если говорить о грехе, как поступке. То есть грех, понятие греха как поступка, есть понятие греха как изменение, происшедших в человеке, первородный грех, как болезнь, которая передается по наследству. Первородный грех, что это первородный грех? Это болезнь, передаваемая по наследству. Это то, что искажено, изменено. Вопрос: заговорила Ева со змеей. Очень странно и непонятно. То есть, но мы это принимаем, это написано. Аллегория это или это правда, то есть это все остается в догадках, в толковании. Что для меня важно в этом моменте взаимодействия Евы со змеей? Там четко показан механизм, который идет от начала до конца, от мысли до поступка. И перед мыслью есть что-то. Я вот хотел, очень плохо видно, да? Мелко. Вот это первое слово, которое написано триггер. Триггер, что мы называем триггер? Вот вверху это то, что мы говорим в психологии, внизу это то, что говорят в святотеческом, в святотеческих трудах. Триггер, что мы обозначаем под термином триггер? Триггер, на английском он подразнит, да? Раздражитель, да, на русском языке. То есть внешне воздействие, то, что внешне воздействует на меня. Может быть стимул, да, стимул в формате стимул-реакции, да, может быть стимул. Что может быть триггером, уже на примере зависимости, что может быть триггером для наркомана? Я иду, допустим, по улице, я не вижу, редко вижу, не вижу там баянов, шприцов я не вижу. Наркоман обязательно увидит, даже выздоравливающий, это триггер для него. У него сразу с этим возникают какие-то чувства, мысли, что-то идет дальше развивается. Музыка, которую он слушал в употреблении, которая связана с употреблением, то есть это сразу же триггер. Обстоятельства какие-то там, напряжение какое-то, это все очень, мы когда работаем по упражнениям над триггерами, то есть
пишем списки там 20-30 наименований триггеров. Причем каждый пишет свои, выписывает свои списки триггеров. Потом это все выписываем на доске, и у нас получается вся доска записана там, очень много. Я думаю, что святые отцы, когда говорили прилог, они имели в виду то, что мы имеем в виду по словам триггер. То есть это то, что внешне воздействует на нас, прилог. За триггером следуют какие-то изменения. То есть появляются мысли. Мысли употребить, это уже потом. Мысли, что это вообще такое, что происходит, это вообще мысли. Мысли, связанные с триггером. Ну, грубо говоря, если я нахожусь, у нас отношения мужчины и женщины, да, чтобы было понятно, если я нахожусь в формате долгого воздержания, то любая красивая дикая женщина, вообще любая женщина для меня будет триггером. То есть на которую бы я не посмотрел. Независимо от того, похотливый я или не похотливый. А потому что есть какие-то биологические законы взаимодействия полов. То есть, и для меня может быть это триггер. То есть, что я проходя по улице, там вижу красивую женщину, симпатичную или привлекательную для меня, я не останавливаю взгляд, я уделяю внимание, мне появляется мысль. Да? То есть, вот здесь очень важный момент, в котором мы работаем, что произошло с Евой. Змея это всего лишь триггер. Говорящая змея. Это очень сильный триггер. То есть прилог. Но она вступила в диалог. Там описываются мысли и уже обдумывание. Она уделила этому внимание. То есть, и вот, грубо говоря, чтобы, и отцы об этом говорят, чтобы победить, как Андрей Сиотинский говорил, кто-то пришел к нему, я не помню, это написано в его житии, что батюшка, меня мучают помыслы, там, то, все, 5-10 расскажет. А Андрей говорит, не обращай внимания. Не уделяй этому внимания. Если ты уделил этому внимание, ты начнешь это обдумывать. И мы своим клиентам говорим, что на фазе обдумывания ты уже проиграл. То есть ты уже употребил. То есть ты должен научиться не употреблять до обдумывания. Ты должен научиться не уделять внимания внешним триггерам. То есть если прилог есть, если есть триггер, после прилога идет помысл. На уровне помысла, не уделяя помыслу внимания, не обдумывая его, мы не согрешим. Дальше идет обдумывание или потом идет уже сосложение. То есть идет диалог, Ева вступила в диалог. А там уже, естественно, ложь, обман, манипуляции и все прочее. И здесь у нас идет по сократичной терминологии сочетание, когда это уже становится, после сосложения идет сочетание, сочетание, это когда это становится моим убеждением. Здесь в нашем понимании, как в психологической работе, мы говорим о принятии решений. То есть, чтобы принять решение, и, как правило, это решение в ущерб себе уже, в проигрышном варианте, должно перед этим произойти оправдание. Оправдание принятого решения, убеждение, согласие на, в нашем случае, согласие на употребление. В Еленом случае это тоже согласие на употребление. То есть грех вошел в мир через употребление химического вещества, изменившего сознание первых людей. То есть об этом говорить не будем. То есть, что-то был какой-то продукт, который изменил все. Потом люди долго искали этот продукт и начали его находить в разных веществах, но сознание они начали изменять уже не более сильно. Может быть. Гриб. Но факт в том, что перед тем, как принять решение и совершить действие, человек должен внутри уже оправдать свое решение. Оправдать решение, принять его, это должно сочетаться, стать его собственным, и тогда он уже совершает действие. Действие как результат. То есть вот здесь, где еще нет внимания, где пришли первые мысли, человек может справляться. Начинается диалог помысла. Змей говорит жене: оправданный, откуда Ева
знает, правда или нет, если она сама этого не слышала. Если это ей сказал Адам. То есть об этом слышал Адам. То есть это было сказано Адаму еще до сотворения Евы. Она не слышала. А правда ли, что Бог запретил вам есть? Политического всего мужа. Нормальный ход. Он же слышал. Она вступает в диалог, она решает разобраться с этим сама. Самоволие, самовластие, самостоятельность. И это есть уже, она уделяет внимание, обдумывание, потом принятие решения, оправдание первоначально в себе и, естественно, действие. Действие, которое изменило чувство. То есть действие, которое, если до этого были чувства достаточности внутреннего комфорта, психологического равновесия, мира и покоя души, то после этого она потеряла покой. Чувство вины, чувство стыда не давали возможности ей пребывать в этом самой. То есть и начинается первые деструктивные отношения. То есть авторитарное отношение к своему партнеру. Поэтому, почему я это все рассказываю о рае, как бы сказать, такой пролог? Потому что возвращение в рай происходит точно так же, как оттуда ушли. И изменение в отношениях и в чувствах произошло, чтобы уйти из рая. Изменение в чувствах и в отношениях должно произойти, чтобы вернуться в рай. Одним словом, семья или брак, будем говорить о браке, отношения между мужчиной и женщиной — это тот формат, когда человек может вернуться в рай. И тут ему дана возможность и даны шансы. Если он строит здоровые отношения, а здоровые отношения он может строить только когда он сам как личность выздоравливает, здоровая личность, становится здоровой личностью, то есть тогда он возвращается в Эдем. Это я говорю один формат об отношениях. Я сейчас не беру духовных форматов причастия, Евхаристии и все прочее, поэтому я попросил его тоже всех не смешивать. То есть я беру один узконаправленный путь — отношения мужчины и женщины в таком формате. Еще о неправильности, чтобы потом сказать опять же о правильности, о здоровых отношениях. Следующий, можно? Вчерашнему докладу и к сегодняшнему появляются роли. То есть созависимые отношения, как всегда, вместо честных отношений, это вместо «я». То есть отношения между «я» и «я» возможны только в любви. Отношения в созависимости — это отношения между ролями. То есть, причем каждая роль претендует на обладание твоим полным «я». Она хочет вместо тебя стать и быть твоим «я». То есть какая бы эта роль, кого бы эта роль не выбиралась. То есть я просто привел пример самых распространенных ролей, много. Но самые распространенные роли в созависимых отношениях играют жены, могут играть и мужья, но это играет партнер и ребенок. Есть определенные роли у ребенка в его процессе взросления, определенные роли у партнера в созависимых отношениях. Самый распространенный — это спасатель, мученик, контролер и окрещенный. Причем они периодически меняются. У меня друзья есть, муж алкоголик, жена созависимая. Я очень давно дружу с этой семьей, очень их люблю. Сейчас у них все изменяется. И в отношениях, и муж не пьет, жена работает со своей созависимостью. Мне нравится, что у них происходит. Но самое страшное сознание, где-то лет 5 назад было для жены. У нас близкие доверительные отношения, и она мне много говорила. И вот она высказывается с ужасом, что я думала, что я его спасу, а теперь мне не надо никого спасать. А что же мне делать? У человека теряется полностью смысл его жизни. Где не надо его спасать? Что же теперь ей делать? Причем она
это было ее дно, о котором я вчера говорил, дно созависимого человека. То есть он пить не бросал, она его спасала, он пить не бросал, каждая попытка была без результата, и наступил для нее кризис. Очередной его запой, и она понимает, она осознает, что она не есть его спаситель, она его не спасет. И все, для нее все становится бессмысленным. Для нее вся ее религиозная концепция, ее православная религиозная концепция милосердия, спасения ближнего, там, жизни ради другого, она просто рушится. То есть она не знает, что теперь ей делать. Но, слава Богу, кризис миновал, начали работать над собой, и сейчас они оба выздоравливают. Она от созависимости, он от зависимости. Он уже года 2, наверное, трезвый. Вот эта каждая роль созависимых отношений, она дает, почему она сладка, как сладок грех, она дает большие компенсации психологические. Спасатель, он всегда получает компенсацию в том, что он спасает. Он благороден, у него всегда метапозиция. То есть он, грубо говоря, любая жена спасатель, она пастор для своих овец, будем так говорить. Она всех спасает, она жена мироносица, она мать Тереза, она там все спасатель. Это большая идет психологическая компенсация и большое идет психологическое удовлетворение от этого. Она от этого испытывает восторг, там, удовольствие, какие-то эмоциональные переживания, она спасает. Она нужна, она зачем-то существует, это у нее все осмысленно. Когда она перестает спасать, какой-то кризис в спасательстве получается, она может включить в себя мученицу. Тоже очень хороший механизм и очень большие несет компенсации. Она начинает страдать, она ходит, делится с подругами со своими страданиями. Вот он такой, сякой, я сколько для него сделал, он ничего не делает, он не бросает пить, он не изменяется, все прочее. И все начинают жалеть ее, все начинают там, вот ты несчастная, бедная, что-то, бросай его, ты живи сама, так куда же бросать? А с кем потом мучиться, а с кем потом, кого потом спасать? Не, она не бросит никогда. Причем жены, созависимые жены, это вообще удивительный вариант. Они своей созависимостью доведут зависимого до могилы, и потом будут очень горько горевать и страдать и плакать на его могиле. Носить цветы и страдать, что ж такое он бросил, а теперь же где предмет. Причем браки, я вам скажу, что браки созависимых, они самые мощные, они самые крепкие, они практически неразрушимые, потому что один без другого не может. Зависимый не может без созависимого, потому что это предмет, с которого он питается, то есть подпитка своей зависимости. Созависимый не может, потому что это тоже предмет его подпитки. То есть это тот, благодаря которому он компенсирует свою недостаточность, своего «я». Деформированное или фрагментарное «я». Дальше после мученика идет контролер. То есть это, причем интересно, вот тоже вот там есть такие, у каждой роли есть еще подвиды ролей. То есть у спасателя есть, у всех у них есть такой интересный роли, там жена-мамочка, жена-угодница. Вот угодница очень страшная роль. Эта роль называется «залюблю до смерти». То есть, дорогой, иди кушать. Я не хочу. Дорогой, иди кушать. Я не хочу, не голоден. Дорогой, иди кушать. И все равно ты мне покушаешь, дорогой. Причем очень тяжело с этой ролью, очень тяжело ее преодолеть, потому что, видимо, как будто это любовь. Но это пассивная агрессия. Пассивная агрессия, которая выражается, вот она очень интересна. Она еды много, но еда без соли может быть. То есть невкусная может быть. Или не так, что я люблю. Ну, любит там другой человек. Там. Я раньше этого не понимал, мне интересно было. У меня нет претензий к своей жене сейчас, так как я это понимаю, что происходило. Меня лет 5 бесило то, что я не могу есть борщ или суп с зажаркой. Я вообще его терпеть не могу. Все, для меня это испорченный продукт.
Я об этом говорил в течение многих лет, и каждый раз борщ или суп был зажарко стабильно. В общем. Сейчас я знаю, что происходило, но тогда я вообще выходил из себя, я не знал, что мне делать, и меня это бесило очень страшно. Сейчас я понимаю, что все нормально. Так и должно было быть. Иначе просто, особенно когда жена жертва, вот мученица, да, жена жертва, она не может активно выразить агрессию. То есть она не может активно себя проявить. Поэтому агрессия уходит в группу и выражается в виде пассивных форм. Грубо говоря, есть такая шутка, да, там жена это агрессор, это которая там пассивная, которая в 3 часа ночи заправляет тебе в постель, которая, когда ты встал в туалет сходить. То есть она, чтобы все было в порядке, так раз встал пописать, пришел уже, да, все в порядке. А пассивная агрессия может выражаться по-разному, в разных формах. Но она намного страшнее, чем активная. Активная вышла, и можно жить дальше. А пассивная, она разъедает и одного партнера, и другого партнера. Это как говорят, что истинно ревнивая жена зарежет, и неистинно ревнивая запилит. Ну, да, в том формате. Но это хорошо, когда пилят. А когда есть очень ухищренные способы, там, положить твои носки не туда, куда надо. Чтобы когда ты спешил утром на работу, ты не мог их найти. То есть, они будут в порядке лежать на другом месте. То есть претензии, какие могут быть претензии? Нету претензий, но много способов выразить свою пассивную агрессию, причем это делается неосознанно, на уровне подсознания. То есть, постоянное напряжение, постоянная агрессия, постоянные дисфункции семьи. Причем, если в этой семье уже есть дети, помните, мы говорили вчера о моделях, которые перенимаются. Вот эти модели, они перенимаются. То есть девочка может спокойно усвоить себе отношение к мужчинам в таком формате. То есть для нее это уже будет нормально. То есть она не будет по-другому, она не будет знать, как по-другому. Контролер страшная функция, но еще про мученость тоже интересная информация, что мученицы, или жертвы, психологически они всегда ищут для себя агрессора, тот, кто их покарает или казнит. То есть если у женщины включена мученица или включена еще агрессор, у девочки, которая начинает встречаться с парнем, она не способна найти здорового парня не потому, что там их нет, а потому что она притягивает к себе тех, кто будет над ней расправляться. То есть тот, кто для нее будет карающей десницей. Точно так же и в семье. То есть если жена включает жертву, то есть она как бы сигнализирует уже своему мужу: иди напейся и побей меня. Причем это происходит еще до того, как происходят эти события. Они как бы уже программируются этими деструктивными отношениями. Страшновато, да, когда не знаешь об этом, что происходит. Контролер, тут уже понятно, он все контролирует. Куда пошел, с кем пошел, что делать, как делать. Начинается, это жесткий агрессор. Контролер — это всегда жесткий агрессор. Причем авторитарные агрессоры пытаются, опять же, в отношении с детьми. Он живет жизнь за детей. Он всегда знает за детей, что им надо, что им лучше, куда пойти, с кем дружить, с кем встречаться, как проводить время. И воспитывает детей жертв, которые уже не способны, не готовы жить самостоятельно и ответственно и принимать решения за себя. И такой ребенок уже, строя отношения, молодой человек, он будет искать себе контролера. То есть у него будет очень сильно развит ребенок капризный, если по Берну брать, родитель, взрослый ребенок. Он будет подсознательно искать, кто бы его проконтролировал его жизнь, навел бы порядок в его жизни. Он всегда будет искать контролирующего родителя. И очень хорошая спаечка получится. То есть, опять же, деструктивная. Хотя при этом ни один, ни второй может не употреблять. Это не обязательно, что должен человек употреблять химические вещества.
Химические вещества, это употребление химических веществ во многом начинается как отражение, как реакция агрессии, как сопротивление, как противление неправильности отношений. И периодически включается отрешенный. То есть когда жена периодически отдыхает, она поспасала, потом помучилась, потом проконтролировала все, силы закончились, делай, что хочешь. И все, она как бы равнодушна. Где-то там недельку, вторую как бы равнодушно, как делаешь, что хочешь, все прочее. А потом же отрешенный, он не дает компенсатор, он не дает психологической компенсации. То есть тебя никто не утешает, тебя никто не жалеет, ты не великий, не спасатель, ты не держишь все в своих руках. То есть ты как бы отдал все миру и дал возможность человеку быть самим собой, но тебе тогда начинается потребность что-то сделать именно с собой что-то делать, это страшно, это все же изменится. Как это все изменится? И тогда опять новый цикл. Спасатель, мученик, контролер. До устала, до изнеможения. Потом опять отрешенный. Это цикл созависимых ролей. Но дети начинают играть роли. И дети начинают жить не собой, а ролями. Это тоже страшно. В созависимых деструктивных семьях первая роль, которую играет, как правило, старший сын или старшая дочь, старший ребенок, если детей несколько, это роль героя. Почему роль героя? Потому что, как правило, если химически зависимый человек в семье, он не может выполнять свои функции главы, папа, то есть семья валится, деструктивные отношения, и часто девочка на себя берет роль матери. Она начинает заботиться за папу, укладывать, кормить его, еще что-то переживать, она начинает натягивать на себя героиню. То есть, тем самым она спасательница уже, воспитывается спасательница. То есть она начинает спасать семью таким способом. То есть мальчик роль героя играет, то есть он за папу может принять решение, какое-то сходить в магазин, что-то сделать, то есть прочее. Часто роль героя путается с добродетелью в детях. То есть считается, что какой хороший сын, то может, или как. Да, какая хорошая дочь. Вот она на кухне готовится. Да, кто-то сказал, что такие дети, да. Вот я об этом не говорю, да. Но это страшно, что это путаница роли, деструктивной роли, которая сыграет свои негативные, даст негативные последствия потом в жизни, в отношениях, в построении отношений. Этот человек не сможет строить здоровые отношения. Если он не будет героем в другой семье, если встретит женщину, полюбит ее, она окажется здоровой, свободной личностью, а его героизму не будет места, он будет ее ломать. Вот тут то, что в момент, помните, квадратик, тут квадратик зачетный, он начнет ломать эту женщину. То есть он начнет ее ломать, чтобы она не смогла без него спокойно жить и быть свободной. Чтобы он был героем, чтобы он был хозяином, чтобы он героически принимал решения, чтобы он преодолевал трудности. Это страшно. И когда я смотрю, мне рассказывают о детях, вот такая умничка, она то сделала, то сделала. Я иногда не могу сказать, что это страшно, но в душе так думаю, бедняжечка, сколько еще предстоит ей наломать дров, чтобы действительно стать здоровым ребенком. Есть, опять же, роли зачем? Деструктивная семья в созависимых отношениях, она всегда на грани распада. То есть, потому что она деструктивна. Ребенок не знает, что это самая крепкая спайка, что она никогда не распадется, потому что один без другого не может. Это созависимость. А формально видно всем, что идет постоянно на распад. И ребенок, почему берет на себя роль, и он ее берет неосознанно, а подсознательно, для того, чтобы скрепить, соединить союз. Что-то сделать для того, чтобы не было так плохо. Герой занимается героизмом. Клоун, следующая роль клоун. Это всегда ребенок артист, ребенок какой-то бесшабашный, ребенок с проказами, ребенок всегда какие-то он творчески может быть развит, он показывает какие-то утренники, какие-то еще что-то. То есть он привлекает к себе внимание, он тем самым вот таким способом пытается разрядить обстановку, сложное напряжение в семье. И
и принимает на себя роль задорного клоуна, дурачка такого. То есть шутки, смехи, клоунада какая-то. Такие всякие роли это опасно. Формируют такое же отношение к жизни. То есть часто мы видим, что эта роль с семьи переносится в школу, переносится в отношении к друзьям. Есть, ребята такие клоуны. В общем. Роль проблемного ребенка. Проблемный ребенок, как правило, это младший ребенок. Чаще всего. Потому что почему-то вот так складывается, что младшие дети на себе чувствуют больше ответственности за соединение семьи. Почему? Потому что они уже рождаются в большую семью, если детей несколько, там, 3, 4, 5, если многодетная семья, они уже рождаются, когда семья есть. И для них, если там, допустим, 1-й, 2-й рождается, там, для них есть мама, папа, там, или старший брат, старшая сестра, то есть и у них есть еще какие-то, формируются предрасположенности там, к маме, к папе, к брату, к сестре, то есть это самое. То здесь вся семья целиком, и у него есть потребность вот, быть во всей семье. И он на себя натягивает одеяло проблем. Единственный способ, который он начинает видеть с детства, на него времени не хватает, как на ребенка. Он любимый, он сюсю-пусю, он хорошенький, но есть те проблемы. И единственный момент, который ребенок, не обязательно даже младший, каждый ребенок, часто бывает это со многими детьми, единственный момент, когда ребенок четко чувствует, что он нужен и что его любят, это когда он болеет. То есть, когда ребенок не болеет, его могут не слушать, то потом, то подожди, то папа устал, там много чего. Только ребенок заболел, смотришь, что папа суетится, и мама суетится, то смотри, старшие братья и сестры подтянулись, и вся движуха, вся семья в сборе, все на месте, все хорошо. То есть, и идет четкая установка, что чтобы все были вместе, я должен быть больным. И начинаются проблемы. И этот ребенок будет болеть до окончания своей жизни, то есть, если не начнет выздоравливать. Интересно, Украина мои таланты, помните? Не помните? Не знаю, смотрите, не смотрите эту передачу. Я с удовольствием смотрю, мне иногда нравится, вчера пропустил, так жалел. Это зависимость. Ты бы виноват. Это другой формат, это мое развлечение. Я получаю наслаждение и удовольствие от того, что смотрю на больных людей. Очень интересный момент, я не помню, где мы смотрели, в каком городе было, в Харькове или в Днепропетровске. Я не один смотрел, вот там смотрим тоже с психологами. Выходит женщина рассказывает про свою жизнь. Она хотела петь в детстве, а ей не дали возможности себя проявить. На нее наложили много всяких функциональных обязанностей, по себе еще что-то. Сейчас у нее астма, она задыхается, она болеет. Семья, опять же, вокруг нее группируется, так как мама болеет. Но мама не может свою реализовать детскую мечту, запеть при всех. То есть, и вот она говорит, для меня это шанс. И когда она пропела, и она пела песню о маме, мне очень понравилось, она хорошо пропела, хороший голос. Она не задыхалась, ничего, и вышла вообще восторженная, и никакой астмы не шло речи, хотя до этого она задыхалась. И мы с теми, что смотрели, психологи, наконец-то человек начнет выздоравливать. У человека появился шанс. Действительно, она проявила себя как личность, и то, что она хотела делать. До этого она играла роль проблемного ребенка, и до этого она была проблемной мамой, и единственным способом объединить вокруг себя близких людей, это была болезнь. То, что она и делала. Но, возможно, теперь у нее действительно появился шанс. То есть выздоравливать. Я к чему это говорю, что и взрослые остаются теми же проблемами, тоже та же роль, она очень сильно закрепляется. Потому что других способов любви они не знают, или получения любви они не знают. У меня младший сын четко использовал, включал эту роль, в общем-то. То есть
я уже вот Виталику рассказывал о том, что я приезжаю, мне надо уезжать за день, как мне до моего отъезда, он узнает, когда я уезжаю, когда мне уже куплены билеты, за день до моего отъезда ложится, ну, как слег в постель, да, там, как говорится, болеть начинает, причем у него температура, рвоты, потеря сознания, серьезная симптоматика, в общем-то. То есть я уезжаю, через сутки все как рукой сняло, без всяких лекарств, без ничего. То есть четкая роль проблемного ребенка и притягивание, попытка соединить или остановить, оставить дома папу через свою болезнь. После того, как я с ним неоднократно беседовал, общались, мы рассуждали, размышляли, анализировали, и я пытался и не пытался, и донес до его сознания то, что тебе не надо болеть, чтобы я тебя любил. То есть, и я уезжаю не потому, что я тебя не люблю, потому что сейчас мы проходим этот этап нашего пути. То есть я тебя буду любить всегда. Буду ли я с тобой рядом, буду я где-то от тебя на расстоянии. Это не зависит от того, будешь ты болеть или ты будешь здоровым. То есть я все равно тебя буду одинаково любить. И я не собираюсь тебя бросать никогда, и я не собираюсь с тобой никогда расставаться. Я с ним созваниваюсь практически каждый день. Я с ним постоянно общаюсь, мы решаем очень много вопросов и даже потеряем. У нас есть связь, есть общение, есть отношения. Я периодически раз в 2 месяца, где-то раз в 3 месяца я приезжаю. То есть мы всегда будем вместе. После того, как он это все принял уже, то есть последний мой приезд, он не болеет, он радостно меня провожает. Мы радостно прощаемся, зная, что мы также радостно будем встречаться через какой-то промежуток времени. То есть не разрывать. У него была боязнь, что отношения разорвутся, что папа бросит. Когда он это осознал, что папа не бросит, и отношения не разорвутся, болезнь не нужна уже. То есть проблема не нужна. Но для меня это важно. Это так формируется невроз, да? Он так, да, это и есть. Да. А вы, как вы с этими случаями работаете как-то, да? Надо просто объясниться, да? Причину невроза выяснить и как до нее докапываться вообще. Но вот эта вот барышня рассказала про детство, что не ясно. Но она потом запела там вроде, внимание осуществилось, как бы раз и не задыхается там. Но это ж, мало кто так откровенен, и люди же сами себе врут, и как бы причину невроза фиг выяснишь, особенно если ребенок еще маленький там и не говорит, я ему уже 4 года, ты такой случай видел. А он вообще не говорит, почти 5 лет ему, и так выглядит совсем плохо. Ты хочешь узнать, как диагностируются неврозы? В общем-то, родители тоже не признаются, чего он там испался. Мы тогда пойдем в сторону. У меня тема здравоотношения. Я хочу подойти к тому, чтобы как неврозы не появляются. В каких случаях, в каких условиях, с ними нет проблем. То есть сейчас я говорю, как они появляются, как они появились. Ну и отрешенный тоже ребенок играет эту роль, или один из детей. Как у ребенка проявляется роль отрешенного? А ему ничего не надо, его ничего не волнует. Ничего не хочет. Он ничего не хочет, да. Он пассив. Такой пассив. Это путается с депрессией. Аутизм это болезнь. Аутизм это отрешенный, это роль. Это еще даже не психологический деструкт, это роль. Но эта роль может способствовать развитию аутичности для ребенка. То есть, если эта роль будет для него комфортна, если она ему понравится, если он будет углубляться, если это будет неврозами подкрепляться, в общем-то, это может стать сразу как акцентуация, а потом может стать уже как болезнь. Но сразу это начинается как роль. Этой роли подвержены больше средние дети. То есть, в частности, почему им легче играть эту роль? Потому что средние дети, они в психологии говорится о том, что есть всегда в семье как системе, есть семейные мифы, семейные легенды, семейные сценарии, семейные правила. Там очень много всего в семье. Это сильная система. То есть иногда вот как в семье, как в системе нужен наркоман.
именно для того, чтобы семья оставалась системой. То есть все на борьбу с наркотиками, и тогда семья остается как система. Она еще выживает за счет этого наркомана. Мы встречаемся с этими случаями. То есть я разбираю, допустим, случай у парня одного, веду с ним индивидуальную работу. Формально семья изумительная, социально адаптированная, то есть папа, мама при должностях, все там то, все прочее. Казалось бы, что откуда взяться младший ребенок, наркоман, и все там братья и сестры хорошо устроены, хорошо там, все хорошо. Но 100% семья дала трещину, и система дала трещину, система готова была распасться. Системе нужен был спасательный круг. То есть система выбрала младшего, проблемного, и благодаря его наркомании они все там суетятся, они все вместе, они все движутся, они все объединены одной целью, одной заботой. Что будет, если он выздоровеет? То есть, вот это страшно. То есть мы пришли к тому порогу, что ему нужно быть готовым к тому, чтобы он будет здоровым, несмотря на то, что он будет теперь вне системы жить. То есть, потому что система может его не принять и начать искать другую жертву, чтобы остаться системой. Либо системе надо будет меняться, это еще более сложный механизм. Но часто бывает так, что возвращаясь, уже трезвый наркоман возвращается в эту систему, и система заставляет его опять быть наркоманом, потому что опасно для системы, так, чтобы он был здоров. Неприемлемо. Система не принимает его здоровым. Но это в ту сторону. Что мы там дальше? По ролям. Закончим по ролям. То есть это то, что как проявляется деструктивные отношения, созависимые отношения. Теперь, что мы хотим дальше? Зачем мы прям писали? Да, я хотел что-то очень умное об этом говорить, но мысль вернулся, я вернусь к этому. Да, это тоже очень умное было экзистенционально. Да. Назад. Не, мы вернемся к этому. Это умные слова, чтобы было красиво у нас, так научно. Я хочу к здоровым. Теперь очень много было деструктивно, хочется о здоровом поговорить. Но перед тем, как поговорить о здоровом, нет, все-таки о здоровом, потом еще вернусь к больному. Здоровый, вот круги отношений. Это круги интимной близости, можно так назвать, круги отношений. Очень простенькая схемка, но очень много объясняет. И очень важная схемка. То есть я ее уже когда-то, возможно, рисовал, и я ее всегда рисую, потому что это классический вариант. То есть первый круг – это самый близкий круг интимности, самый интимный круг. То есть это круги здоровых интимных отношений. То есть я и Бог. Ближе этого круга не может быть ничего. Ближе этого круга не могут быть дети, мужья, там, жены, любимые люди. То есть я и Бог – это самый интимный круг. Причем, если Бог только, это религиозный фанатизм. Если только я, это эгоцентризм, максимально выраженный эгоцентризм. То есть я Бог. Это даже не нарциссизм, это самоторчание. А? Самоторчание. Я Бог. Нарциссизм, по сути, этим не является. Нет, нарциссизм... Это я красивый. Нет. Это нарциссизм немножко, для меня по-другому. Потому что я отношусь к нарциссистам, и я по себе знаю, что это нарциссист. Я не Бог. Не, у нарциссизма, как правило, всегда заниженная самооценка. Поэтому они страдают от нарциссизма. Гиперкомпенсации. Но вопрос не об этом. Вопрос в том, что отношения с самим собой строятся
это личный мой круг, и отношения с Богом строятся. Причем эти отношения с Богом, они действительно настолько интимны, что часто человеку в Православной Церкви хорошо тем, что есть обряд. Формально можно выражать вот таким-то способом. То есть это все видят, это все это сам показывает. Но настоящее, то, что у меня настоящее, где мне настоящее, и то, что я по-настоящему прошу или как я общаюсь с Богом, этого никто не видит. Этого никто и не увидит. И это невозможно, подвергнуть легализации или выпятить как-то. Потому что это во мне. Следующий круг интимных отношений – это я и мой любимый человек. То есть я и другой человек. То есть муж, жена, любимый, если это не муж, любимая, если это не жена. То есть я и другой любимый человек. Желательно, чтобы он был другого пола, конечно. То есть так будет правильно. Вот очень важно, что есть такой фильм «Первый после Бога», да? Видели, может быть, такое, выражение мне нравится, «Первый после Бога». Вот первый, с кем я налажу отношения после Бога, это с моей любимой женщиной. Если я налаживаю с ней отношения вместо того, чтобы налаживать отношения с Богом, или вообще вместо того, чтобы налаживать с собой эти отношения, то есть получается деформация. Любви уже быть или здоровых отношений быть не может. Третий круг – я и дети, я и ребенок. Причем дети до 14 лет, они находятся ближе, дети после 14 лет находятся дальше. Если часто бывает так, что ребенок входит вместо мужа, деформация очень сильная в созависимых отношениях, когда мама остается одна, а у нее сын. И сын занимает место мужа, потом потихоньку может занять место Бога. Очень сильная деформация. Потом очень искалеченные получаются мужчины, деформированные, с которыми очень сложно потом заводить настоящие отношения. И женщина очень потом страдает, переносит это на того же мужчину. Вот он такой, он всякой, он не может все. А там все очень просто. Деформация произошла намного раньше, намного глубже, и поэтому нужно помочь изменить что-то человеку в своей жизни, решить вопросы с деформацией, тогда он будет нормальным мужчиной. А если ему одна женщина не давала быть настоящим мужчиной, нормальным мужчиной, вторая потом не дает, то откуда там взяться мужчина? Потом я и родители. То есть родители — это четвертый круг интимности. Очень страшно, когда мама становится вместо жены, указывает и руководит сыном. То есть когда деформируются эти, опять же, круги, если сам, допустим, партнер допускает своих родителей в интимные отношения, в близкие отношения, в интимные круги я имею в виду, то есть очень сильная получается деформация. Семья не может тогда сохраниться. В семье, во-первых, вот если нарушены все эти, если говорить о здоровой семье, здоровых отношениях в семье между мужчиной и женщиной, в браке я имею в виду, если нарушаются эти круги отношений, то есть говорить о сохранности и здоровом развитии семьи не приходится. То есть иногда приходится просто сразу же смотреть, если кто-то говорит о проблеме в семье, сразу смотреть, какой круг нарушен, где нарушены эти круги. То есть или ребенок стал вместо отца, то есть вот часто происходит, ребенок родился, да, то есть все, в свое время как-то моя матушка сказала интересные слова, то есть я сразу не понял, обиделся, а потом сейчас понимаю, что было. Когда второй родился, она сказала: все, у меня 2 детей, я тебе внимания уделять не могу. Обидно, а? То есть меня это очень задело. То есть я теперь понимаю, что просто сразу мне четко был поставлен ультиматум на нарушение кругов интимности.
есть меня вытеснули, меня выпихнули с круга с моего, и меня это задело. Я не знал, почему меня это задело, но сейчас уже знаю, в общем-то. Как правило, такая семья уже обречена на неудачу. Ну и дальнейшее, если круги интимности, то потом друзья, потом работа, потом общество. Если работа начинает переходить в близкий круг интимности, то о семейных отношениях вообще речи быть не может. То есть, если вообще социальная деятельность идет в первый круг семьи, то есть сразу задавайте себе вопрос, что вы сублимируете, какую энергию и что происходит в вашей жизни. То есть, почему я имею интимные отношения со всем социумом. То есть, это страшно. Я думаю, что не хочу обидеть Иру Тимошенко, но что-то такое прослеживалось в этом. В чем логика политика? Логика политика прослеживалась. Там разные. Возможно, в какой-то звезды там, да, там они выпячивают свой весь мир. Ну, с публичных людей, да, публичных людей, возможно, есть какие-то деформации, то есть и я думаю, здоровье, знаете как, в православии, когда читаешь потеряки где-то, или вот святотеческую литературу, да, когда просят быть настоятелем, да, монастыря. Не человек сам рвется и добивается власти, да, братьев, а ему предлагают, он отказывается, там, испытывается, ему предлагают это один формат. Когда человек здоровый как личность, духовно здоровый, ему предлагают, и он взвешивает и говорит, я не нанесу этого. То есть у нас еще никому не предлагали быть президентом. Будьте нашим президентом, пожалуйста. А он говорит, да нет, подождите, мне надо все взвесить, проанализировать, смогу ли я, поднесу ли я это. Конечно, можно сказать, что здоровый человек туда не попрется, но а что делать? Да, кто-то должен этим заниматься. Кто-то должен иметь в интимных отношениях все государство. Поэтому... Это, кстати, как фишка, между прочим. Есть такое предположение, что вообще это не то, что комплекс власти, а вообще наличие у человека характера и темперамента, да, это в любом случае уже как бы путь, ну, в первую очередь невротизации, да, а в дальнейшем уже возможно к психозу. Власть портит человека, абсолютная власть абсолютно. То есть просто, короче говоря, кому-то нужно, чтобы у него были вот эти круги нарушены. То есть, короче говоря, когда невроз просто превращается в силу для какой-то другой деятельности. Дело в том, что у меня стоял такой вопрос, я тоже с Виталиком его озвучивал, а если личность вообще выздоровеет, она же будет полностью достаточна, потому что все эти недостатки, все эти комплексы, вот, Наполеон не стал бы Наполеоном, если бы у него не было бы сильного комплекса неполноценности. То есть, откуда брались бы такие лидеры, такие личности, в общем-то. Это же решается проблема каких-то недостатков, это компенсация каких-то там ущербов своих. А если личность будет здорова? И я с утешением понял, что личность не будет все время здорова, потому что есть понятие первородного греха. Грех разрушил все, поэтому у нас все-таки есть надежда, что мы будем к чему-то стремиться, расти и развиваться. Да, выздоравливать, да. Но все равно в здоровых отношениях, я думаю, очень важно знать, и я хотел бы озвучить. В принципе, я не хочу ничего выдумывать, есть вот книжка, мне она нравится, Емельянова «Кризис созависимых отношений». Из серии «Современный учебник». Я вот сейчас опять озвучу слова апостола Павла о любви. Здесь интересно тоже, вообще я слышал, читал о том, что апостол Павел называется первым христианским психологом. Здесь сколько я не встречаю вопросов психологии, или как бы то, что психология озвучивает,
И, ну, серьезно, классическая психология, какие проблемы решает человек, и у апостола Павла практически все есть. Часто всплывает целая цитата, вот, что-то, какую-то проблему решаешь, а потом раз, прямо идет цитата апостола Павла. Там, все вопросы в отношении человека, человеческой жизни, человеческих отношений, как еще у апостола Павла, затрагиваются, но важно то, что действительно для меня, тоже я так осознаю, что Священное Писание написано таким образом, что человеку неопытному, неискусному, да, в духовной жизни оно не повредит. Он не раскусит этот камень, поэтому оно как бы может пройти мимо. Там. Он не поймет, что ему не надо. А человеку опытному, искусному, который духовно растет, оно наоборот многое откроет и даст глубину осознавания. И только будет качественной пищей, здоровой пищей. В общем, это такая форма составления. И каждый раз что-то глубже открывается. И вот интересно, что апостол Павел дает познание любви, или как бы указывает на любовь, как в отрицательных, так и в положительных категориях. То есть он как бы для меня четко говорит, что любовь это не деформация, это не созависимость. Любовь долго терпит, любовь милосердствует, не ревнует, не кичится, не надмевается, не поступает бесчинно, не ищет своего, не раздражается, не ведет счет злу, не радуется неправде, но сорадуется истине. То есть все вот это, вся имитация любви, да, там, как у нас говорят, там, ревнует, значит любит. А что это он меня не ревнует? Что уже не любит? То есть, да, там, такой момент. Но часто ревность используется как критерий любви. Четко апостол говорит, любовь не ревнует, потому что ревность рождается из больных, болезненных отношений. То есть ревность это отношения созависимые. Ревность это боязнь потерять предмет обладания, предмет своей собственности. То есть, и это потеря разрушения самого себя. Я не смогу жить по-другому, не смогу жить в здоровых отношениях. Поэтому я боюсь, что человек будет свободен. А свободная личность от меня уже независима. Любовь вся радуется истине, все покрывает, всему верит, на все надеется, все переносит. Любовь есть совокупность всех совершенств, да? То есть, и сейчас я хочу прочитать некоторые моменты о любви, как это говорит психолог. Я думаю, что это будет созвучно тому, что говорил апостол Павел в духовном формате, в таком простом, реальном психологическом формате, который понятен для каждого человека. Ну, в частности, он был понятен для меня. Любовь – это сложное состояние, основанное на эмоциональном переживании своего отношения к кому-либо. Вряд ли кто-то сможет дать полную исчерпывающую характеристику этому чувству, но все-таки существует ряд отличительных черт зрелой любви. Небольшой экскурс в понимание зрелых отношений, известными психотерапевтами, поможет нам составить о ней наиболее полное представление. Игорь, экзистенциональный психолог, говорит, что зрелая любовь – это не собственническая любовь. И вот сразу я хочу на этом остановиться. То есть созависимые отношения – это он или она, это моя собственность. То есть зрелая любовь – это не собственническая любовь. Она или он не является моей собственностью. То есть и я не господствую в их психологическом пространстве, в их психологической среде. То есть я уважаю их территорию и их границы. Как это не моя собственность? Я не имею права распоряжаться биопсихо-духовным ресурсом этого человека по своему усмотрению. Но очень важный момент, то, что я вчера поднимал, момент ипостазирования. Да? Ипостаз еще в греческом обозначении это имение, то, что я имею, то есть, мое имение, да, там, как бы обозначается имение, то, что существует у меня, то, что моя собственность, в принципе. То есть, так вот в процессе ипостазирования, если говорить богословскими терминами, или в процессе устраивания здоровых отношений, я не господствую над собственностью моего любимого человека,
Но я свою собственность, психо-духовную собственность, я могу дать в распоряжение. Я в нем настолько уверен, настолько ему доверяю, что я готов дать ему возможность распоряжаться моей собственностью, зная, что он не растратит ее понапрасну. В созависимых отношениях идет растрата чужой собственности понапрасну, в своих корыстных целях. То есть я живу за счет собственности другого. Вот это разница любви в созависимых отношениях. Дальше. Любовь уважает и восхищается партнером, а не использует его для удовлетворения своих потребностей. Ну, об этом говорю понятно. Она приносит чувство удовлетворения и ощущение гармонии жизни. В ней мало тревоги и враждебности. То есть, тоже очень важный момент, что моя любовь приносит удовлетворение мне самому. Мне от этого хорошо жить. То есть, я не стремлюсь своей любовью там, озарить, одарить. То есть, я не спасатель, не спаситель другого человека. То есть, я не считаю, что я настолько велик, что моя любовь к другому – это подарок ему, бесценный дар. То есть, моя любовь в отношении к другому человеку дает мне комфорт, душевное удовлетворение и мир, покой моей души. То есть, это плоды моей любви к другому человеку. То есть, если же я нарушаю чужие границы, если это созависимые отношения, если я использую чужую психологическую территорию, если я хочу, чтобы другой был моей собственностью, естественно, я буду чувствовать страх, беспокойство, тревогу, что предмет моей зависимости или созависимость будет потерян, что он поведет себя не так, что он не даст в обладание свою собственность. Много страхов, много тревог. Нет душевного покоя, а есть ревность. Вот это и есть ревность. Ревность как потеря душевного покоя, ревность как тревога, что предмет моей собственности не даст мне ту полноту удовлетворения, которую я от него хочу высосать, востребовать. Еще очень важный момент в зрелых чувствах любви. Любящие зрелой любовью независимы друг от друга, автономны, не ревнивы, но в то же время стремятся помочь другому человеку в самореализации, гордятся победами другого, великодушны и заботливы. Зрелая любовь говорит: я могу прожить без тебя, но я люблю тебя, и поэтому хочу быть рядом. Вчера этот вопрос уже затрагивал. То есть зрелая любовь, она ненавязчива. Я не навязываю свою любовь другому и не требую от другого возвращения мне дивидендов. То есть, как правило, незрелые отношения: я же тебя люблю, давай мне тоже компенсируй. То есть, это созависимые отношения. Моя любовь всегда может быть предложена. Она всегда готова быть рядом, всегда готова быть использована другим. Но она никогда не оказывает насилия над другими, никогда не навязывается другому. Поэтому, если это любовь. Если же это созависимость, естественно, она будет, та же роль: залюблю до смерти. Милый, иди кушать. Я тебя все равно накормлю, ты меня поешь, зараза такая. Но в то же время любовь в зрелых отношениях, она служит большим компенсатором психологическим для самого же человека, носителя этой любви. Поэтому человек не может оставаться самостоятельным и автономным в ней. То есть и он в ней может быть достаточным. Ему может быть достаточно то, что он любит другого, но с другим вместе ему намного лучше, намного интереснее, намного красочнее, намного многогранней. Он выбирает, он делает ответственный сознательный выбор быть с другим, принимая во внимание то, что теперь ему нужно будет, если другой человек согласится быть с ним вместе, ему нужно будет строить общую среду, общее место, место взаимодействия. И туда нужно будет ресурс, который он готов по любви своей отдавать. То есть это тоже такой важный момент. Любовь никогда не насилует.
Человек, склонен создавать созависимые отношения, ориентируется на любовь-сделку или на любовь-эксплуатацию. Ну, это о том, что только что говорил. Он не может отдать ничего, не прося, он не может отдать, не прося ничего взамен. То есть, если что-то требуется от, опять же, самодиагностика должна быть. Но мы все несовершенны, поэтому и от себя требовать нельзя невозможного. Но если вы что-то требуете постоянно взамен, задайте себе вопрос. Что вы делаете? Любите или насилуете? Созависимый, отдав, всегда чувствует себя использованным, опустошенным и обманутым. Для зрелой же личности способность отдавать – это выражение силы и изобилия. Вот тут очень важный момент, помните 15 коробов, когда Христос накормил хлебами. То есть 2 хлеба и 15 коробов они взяли. То есть осталось, да. То есть 5000 накормили, еще столько осталось. Это та полноценность отдавать. То есть Блаженный Августин, по-моему, толкуя эти слова, говорит, что это сила духовной проповеди даже в этом заключается. То есть человек, когда расточает и не получает с избытком, то есть он расточает не в любви. То есть когда любовь отдает, она всегда приобретает больше. То есть это признак любви. Отдавая, зрелый человек получает удовольствие. Это само по себе уже является компенсацией эмоциональных, физических и материальных затрат. Зрелый человек знает своего партнера и реалистично оценивает его качества, но при этом он ценит его таким, каков он есть, и помогает ему личностно расти и раскрываться его собственным способностям, помогает ради него самого, а не ради того, чтобы он ему служил. Очень важный признак здоровых отношений в любви – это совместный духовный рост, совместный личностный рост. То есть, если идет потеря личностного роста, человек это ощущает, или вы это ощущаете, значит, надо задавать вопрос, что происходит в отношениях, или что происходит с вами. И являются действительно они здоровыми. Почему? Потому что любящий человек, он способствует росту другого всегда. То есть он знает другого, и он способствует этому росту другого. Как это слово? Не тормозит развитие другого, и за счет этого растет и сам. То есть это сотрудничество и взаимодействие друг с другом. Зрелый человек уважает своего партнера, его психологическую территорию, его психологические границы. То есть зрелые отношения – это когда я знаю свою территорию, свои способности, свои границы, принимаю себя таким, как есть, знаю территорию своего любимого человека и принимаю ее такой, как есть. И не насилую эту территорию. То есть, но, опять же, в процессе богословском объяснении, в процессе взаимодействия, мой любимый человек предоставляет мне свою территорию в управлении, а я свою предоставляю ему. И это и есть наше сотрудничество. Это наша общая территория. Приводится цитата Теперевайна. Я, честно говоря, не знаю, кто такой. Ну, такая интересная. Да, цитата хорошая, фамилия такая интересная. Будем слушать Теперевайна. Любовь не приходит согласно нашим надеждам и чаяниям. Любовь – дар жизни. И он не связан с тем, буду ли я тоже любим. Зрелый человек вступает в эту связь без каких бы то ни было ожиданий, уже вовсе без требований. Любовь не статическое явление, это процесс, который, произойдя однажды, не может быть законсервированным. Это тоже очень важная характерность любви. Любовь это не просто «О, есть» и все. То есть любовь это длительный процесс, который не заканчивается. Это постоянное построение здоровых, зрелых отношений, это постоянный духовный рост, это постоянное совершенствование, личностное, духовное совершенствование. Это постоянная градация, это постоянный путь. Это любовь. То есть вообще для меня понятие была любовь, нету любви. Я же ее любил, сейчас не люблю. То есть, вот этих понятий уже для меня не существует.
То есть любовь имеет начало, но не имеет конца. В любви человек уподобляется Богу, потому что любовь – это творческий процесс. Любовь совершается ежедневно, в каждый момент, она приобретает новые очертания. И в любой момент она может пробудиться к новому другому человеку, даже если это противоречит нашим убеждениям и представлениям о морали. В жизни нет дела до наших мифов и заблуждений. Человек может лишь благодарно принимать любовь и радоваться ей, пока она гостит у него. И в любое время должен быть готов к тому, что она может уйти. Только в этом случае у него есть шансы для того, чтобы она задержалась. Ну, такая красивая цитата. Любовь в любом случае может уйти, но я остаюсь при своих убеждениях, что если любовь как процесс и над ним трудишься, без твоего согласия она от тебя не уйдет. Но вот для меня очень важен этот момент этой цитаты, что любовь может пробудиться к новому, другому человеку, даже если это противоречит нашим убеждениям и представлениям о морали. И для меня кажется, это очень важный момент. Почему? Потому что для меня, как христианина, верующего человека, это очень важно, чтобы моя любовь пробуждалась еще к другому человеку, к другим людям. То есть, и чтобы людей этих становилось все больше и больше и больше. То есть, тогда действительно любовь есть как чувство, как состояние, есть во мне. Тогда я способен любить. И тогда я иду правильным путем к той форме любви, которая является совокупностью всех совершенств, которая уже будет ко всем. То есть, если я вычленяю, не даю возможности, не даю себе права любить других, вычленяю только одного человека как предмет своей страсти и считаю, что я люблю только его, и все, больше никого не будет в моей жизни, как любимых. Но на данный момент меня радует то, что количество людей, которых я могу сказать, что я люблю, постоянно растет. И я этому очень радуюсь. И я могу испытывать эти искренние чувства. Мне как-то один человек, у меня друг есть хороший, закадычный, старый мой друг, и я то отдаляюсь от него, то приближаюсь, как-то что-то это самое. Потом приехал в гости, потом ко мне, потом он уезжает, а мне человек другой, которого я тоже люблю, говорит: а ты не можешь прямо ему сказать, что он для тебя ценен, что ты его любишь, что тебе тяжело с ним расставаться, просто вот прямо ему сказать. Зачем вот эти все манипуляции, вот ты там начинаешь дистанцироваться, начинаешь, езжай там себе, там ничего страшного, там все нормально, там переживем. Зачем эти все вещи? И я когда честно признался себе, что действительно во мне есть любовь, к нему, к моему другу. И я ему сказал, проговорил это, как он для меня ценен и важен. Очень много изменилось в формате, по крайней мере для меня. Я стал дышать свободно, я стал для себя честен. И отношения наши качественно изменились. И потом другому другу, потом третьему дальше. В общем-то. И я смотрю, что очень изменяется качественно. Когда я себе позволяю быть любимым и даю своей любви возможность распространения, то есть качество отношений со многими людьми начинает изменяться. С которыми я уже был в каких-то отношениях уже долгие годы, и они буксовали, непонятно было. Один мой друг, ты знаешь, Игорь, говорит, вот мы 10 лет знакомы, я не пойму, ты друг, не друг, кто ты для меня там, кто ты сам. Ну, честно, так был разговор. Сейчас наши отношения в совсем другом формате качества. Они в формате духовного роста, взаимодействия, постоянного помощи друг другу, так сказать, в общем-то. И в пути, да. То есть это не просто попутчики стали. Извините, сейчас вы говорите о братском, о христианском. Есть же разные... Не, я не говорю о братско-христианском. Я сейчас говорю о любви. В целом? В целом, да. Как вы сказали, я разве сказал братско-христианское? Нет. Вы интерпретируете мои слова по-своему. Через себя пропускаете. Это ваше право. То есть у нас есть такой принцип обратной связи.
То есть каждый клиент и каждый там сотрудник друг другу может говорить обратную связь. Но когда мы принимаем чужую обратную связь о себе, вот кто-то мне говорит: Игорь, там, ты там, меня чаще всего называют Игорем, не отцом Игорем, а Игорем. Игорь, ты там то-то в том-то не так делаешь, еще что-то. Я всегда беру поправку на то, что он пропускает это через себя. То есть через свой формат, через свой угол зрения. То есть в любом случае, безусловно, в любом случае вы это слышите так, и что-то вас в этом задевает. Да, я говорю о любви. Любовь, она может быть не только мужчины к женщине, но мужчине к мужчине. То есть вам удобнее это называть братской любовью. Для меня это все равно так называть. Конкретно, когда речь шла о втором круге, в том числе изображен, вот там-то как раз мужчина и женщина. Да, это интимный, да, это интимный, это брат. А я в формате любви говорю. Нет, это без кругов. Это сейчас вообще я говорю без кругов. Вообще без кругов. Я говорю о формате любви вообще, что она развивается, она динамична, она как процесс идет постоянно. То есть и она в себя принимает больше, больше и больше. Она не узкоориентирована. Узкоориентирована только созависимость. У созависимости есть конкретный предмет моего потребительского отношения, и все. То есть из-за этих рамки, почему созависимость кажется небезопасной, потому что она прочная, она твердая, она гарантированная, она узконаправленная. А любовь, она свободна. То есть человек, если хочет со мной быть в дружеских, теплых, любовных отношениях, там, любимый человек, женщина, там, мужчина, друг, там, любой человек, который хочет быть со мной в отношениях, он должен учитывать и то, что я имею право и свободу быть в отношениях дружеских, теплых, нежных, даже с его врагами, или с теми людьми, которые ему неприятны. Это мое право. То есть у меня большой формат, это моя территория. Я буду пускать и не пускать, независимо от него. То есть человек должен это учитывать. То есть, что я буду, допустим, если друг, он должен учитывать то, что я буду дружить с другими и по-другому. То есть, причем это не узкий формат, только между собой. То есть я вот об этом говорю. Секта. А мы дальше секта? Ну, можем пропустить. Нет, давай не секта. Да. Идет она. Давай еще раз сделаю потребности. Я еще раз озвучу. Духовно зрелый человек готов по-настоящему понять другого, принимать его таким, каков он есть, со всеми сильными и слабыми сторонами. Вот в духовно зрелом не может быть отношения такого. Я думал, ты мужик, я думал. Духовно зрелый человек желает иметь партнера, которому сможет доверять и довериться, поделившись своими мыслями и чувствами, а также потребностями и пристрастиями. Он желает быть с теми, на кого он мог бы опереться сам и кого сам сумеет поддержать. Очень важный формат доверия. То есть, да, это так и есть. Чем человек больше выздоравливает, чем он более становится зрелым, он ищет тот формат, где можно доверяться. То есть он начинает обходить форматы созависимости, деструктивных отношений. То есть это очень важный формат. Во-первых, когда тебе доверяют, это очень важная ответственность. Я, допустим, не всегда хочу даже брать, я не хочу, чтобы мне кто-то доверял в большинстве своем, я не хочу, чтобы мне оказывали доверие, потому что я должен буду за это нести ответственность. То есть я должен буду отвечать за это доверие и должен буду соответствовать этому доверию. То есть, но в то же время есть формат, в котором я хочу находить надежных людей, которым я могу доверять, и хочу быть надежным для других людей. То есть формат надежности. Это зрелый формат. Зрелый человек стремится к таким взаимоотношениям, при которых оба партнера имеют возможность полного раскрытия своей индивидуальности и живут в любви друг к другу. Мы об этом уже говорили. Причем
партнер мой, он не обязан соответствовать моим ожиданиям, быть таким, как я хочу. Он должен быть таким, как он должен быть. Грубо говоря, как Антоний Суворский говорил о любви или о духовничестве, как садовник в саду там выращивает цветок, да, там, допустим, разные цветы есть, и по-разному выращиваются, разные отношения, в общем-то. Но это не задача всех подрезать по одному, самому сделать одинаковыми цветами. То есть дать возможность цветку вырасти свою силу, свою мощь. Это отношение к детям, это отношение к партнерам, это отношение дать возможность. Мы часто не даем возможности вот этим детям, нашим цветам, вырасти в свою полную мощь. А мы хотим обрезать в своих категориях. Правильно. Я всегда говорю, что в ребенке надо сразу увидеть, что он, кто он, к чему он предназначен. То есть это самое важное. В партнере это тоже очень важно увидеть. В партнере очень важно увидеть, что он другой, что он не такой. И очень важно рассмотреть, к чему он предназначен. Иначе все пропадает. Будет корректив. Духовно зрелый человек относится к личностному росту и развитию другого так же серьезно, как и к своим собственным. Он готов способен соглашаться с другим и быть ему опорой, не отрекаясь от своей индивидуальности и не позволяя причинять себе ущерб. Духовно зрелый человек готов отвечать за свою судьбу, за судьбу своего партнера. Это, что касается духовно зрелых отношений, одним словом можно заключить так, что духовно зрелые отношения может строить духовно зрелые люди. То есть, а поэтому, если хотите духовно зрелых отношений, не ищите их на стороне, не ищите их в ком-то, ищите их в самих себе. То есть, если вы будете уделять внимание себе, своему личностному росту, своему духовному развитию, своему здоровью, психологическому и духовному здоровью, 100% рядом с вами появится тот партнер, который тоже будет искать таких же отношений или быть такой же партнер. То есть, и у вас могут появляться здоровые отношения. Если же у вас будут созависимые отношения, деструктивные, если вы не любите себя, не уважаете себя, если постоянно у вас комплекс вины, постоянное обесценивание. Вот если женщина не любит себя, не верит в себя, обесценивает себя, унижает себя, испытывает чувство вины, она обязательно найдет такого мужчину, который с ней будет производить то же самое. 100%. Другого варианта здесь исключено. Чтобы найти другого хорошего мужчину, который будет ее уважать, любить, принимать, ей надо повышать свою самооценку, уважать себя, любить себя, ценить себя. То есть, и тогда рядом будет тот мужчина, который сможет это тоже оценить. То есть, все дело в себе, в самом себе, не в окружающем, не во внешнем мире. То есть, и здоровое отношение к себе даст возможность здорового отношения к вам же самим, другого человека. Ну и с вашей стороны будет здоровое отношение к другому. Когда мы пытаемся заставить другого человека подчиниться нашему мнению, он готов пойти на любые крайности, чтобы защитить себя от контроля и давления. Когда нам пытаются навязать свои ценности, мы сопротивляемся, потому что мы имеем право на собственное представление о счастье. То есть, я думаю, это важный момент, что тот свет, который в детях, может еще даже не совсем запачканный в других людях, но все равно будет стараться прорваться наружу. И когда мы устраиваем созависимые отношения, пытаемся подчинить контролю, авторитаризму какого-то, проявлению своего авторитарного отношения. То есть, когда мы будем залазить на чужую территорию, мы всегда должны быть готовы к тому, что нас будут оттуда выбрасывать. Даже неосознанно. То есть, но когда вы встретитесь со здоровой личностью, для эксперимента попытайтесь залезть на его территорию. И будет очень приятный опыт, с каким треском вы оттуда вылетите сразу. То есть, просто как опыт.
Потому что, в принципе, господствовать на своей территории позволяет человек, у которого территория не обозначена просто. Просто не обозначена, просто нет границы своей. Просто он себя не знает, он просто себя не чувствует. Он просто не есть самоосознаваемая и достаточная личность. Вот там уже можно господствовать как хочешь. То есть, помните, как Христос на суде, когда его ударили пощечину? То есть, если взять в психологическом формате, это вторжение в физические границы. Он не бьет другого человека, он может дать сдачу, такую же пощечину. Он не бьет, он не нарушает границы другого человека. Он говорит, почему ты влез в мою территорию? То есть, кто тебе дал на это право? То есть, он деликатно его выводит, если взять психологический формат, не духовный, то, как пример, он его деликатно выводит за пределы. Объясни свои права, свою зону ответственности, свою территорию. Выйди, пожалуйста. Почему ты это делаешь без моего согласия? То есть, я вчера говорил о том, что мы привыкаем и приучаем детей к тому, что мы просто вторгаемся в их физические территории, в физические границы без их согласия. Но, опять же, должны быть готовы к тому, что не мы есть в полной мере воспитатели своих детей. То есть мы один из факторов. И не самый такой основной, самый значительный. В определенный период времени, в период детского развития мы самый основной. Потом мы значительный. Потом уже не основной, не значительный, а потом уже вообще никакой. То есть очень много факторов, которые влияют на воспитание наших детей с других сфер. Поэтому предугадать, как сложится все в этом калейдоскопе воспитания, очень тяжело. Можно предвидеть некоторые моменты, но не все в формате. И уж точно можно предвидеть, что если вы постоянно нарушаете границы своего ребенка, деспотично нарушаете, будьте уверены, что рано или поздно он вас выпихнет оттуда. Но это будет так же авторитарно, так же деспотично, так же сильно динамично. То есть, и, возможно, больше никогда не пустит к себе на территорию. Поэтому это небезопасно. Просто господствовать авторитарно на территории своих детей. Здесь такие правила небольшие записаны. В здоровых отношениях, чтобы осознавали, понимали, чтобы вы знали, что происходит. Что невозможно сводить на любой человек свою ответственность, если он ее не берет. В созависимых отношениях всегда прикрепляет ответственность на другого. Это она дала мне, и я ел. А это змей. Он меня научил, и я ел. То есть это уже формат, мы начинали с рая, в рай возвращаемся. Формат искажения, изменения, искаженная любовь — это созависимость. Вот формат изменения переложил ответственность на другого. Адам переложил на Еву. Вернее, Адам переложил даже на Бога. Та, которую ты мне дал, то есть это ты мне дал ее, вот посмотри, что с этого получилось. То есть это уже искажение, искаженная любовь. То есть, но нельзя переложить ответственность на другого, если он ее не захочет брать. Бог не захотел брать на себя эту ответственность и сказал: ладно, ребят, теперь в поту и в труде будете добывать хлеб. Чтобы вам дурное в голову не лезло. Человек имеет право самостоятельно решать свои проблемы, даже если вам кажется, что вы сделали бы это гораздо лучше. Это очень важный момент доверия. Доверие и припоручение. То есть в отношении к детям и в отношении к своему партнеру. Как бы ни хотел, в здоровых отношениях, как бы я ни считал, что я решу это лучше, я сделаю это намного качественнее, и мне лучше. Вы помните, я вчера говорил о том, что не переделывать за детей то, что они сделали. То есть очень важный момент. Если вы доверили ребенку помыть посуду, вы можете объяснить ему, рассказать, как это делается. Все сделать для того, чтобы он помыл. Сказать: вот есть там средства, вот есть горячая вода, вот есть это все. Будь добр, помой это качественно. Но после него уже не переделайте, потому что теряется доверие, теряется
отношения любви, и приходится формация зависимости. То есть за другого нельзя. Созависимость это всегда за другого. Созависимость это когда я знаю за другого, решаю за другого, делаю за другого. Я лучше знаю за другого. За мужа, за жену, за ребенка. Это все созависимость. В созависимости никогда не бывает доверия. Вот тоже интересное правило. Человек не может стать ответственным самостоятельным, если ему не предоставляют возможность учиться этому. В воспитании детей очень важный момент. Есть очень хорошая книга супругов бояр, если я не ошибаюсь, о передаче ответственности. Общаться с ребенком, нет, подождите, трудный подросток, по-моему, называется. Вот там даже моменты упражнения правила передачи ответственности ребенку. Если ребенку никогда не давать возможности отвечать за свою территорию, психологическую, физическую, если у него этого не будет, нельзя от него и требовать. Когда мама говорит, почему он у меня такой, почему у него всегда срач и бардак, надо маме говорить, потому что вы такая мама. Не потому, что он такой. То есть, а вот когда я вижу, что ты сам сможешь, тогда я тебе дам возможность самому решать. Это шантаж. Это чистой воды шантаж. То есть очень часто мамы прибегают к шантажу. То есть и на шантаже пытаются выиграть. То есть покажи мне, сделай, то есть, а я тебе, это все шантажи. Шантажи это нечестные отношения, это отношения без совести, без любви. И передавая ответственность, вот очень важное право, передавая ответственность, мы передаем свободу выбора. Когда мы говорим ребенку, ты ответственен за свою комнату, за свои игрушки, за свои подушки, за свои вещи, мы же ему передаем свободу выбора. Теперь, с этого момента, он может как убирать и ставить, наводить порядок, так и не убирать, не наводить порядок. И раз мы передали эту ответственность, это в его территории, в его праве. То есть, и теперь наши упреки уже неуместны. То есть они не будут восприниматься, что ты опять сегодня не убрал, я тебе передал ответственность за свою, а ты не можешь быть ответственным, ты не можешь убрать. Ну здравствуйте, если ты передал ответственность, то он теперь может и не убирать. Это его уже полное право. Это его свобода выбора. Тоже очень важный формат. Опять же, у супругов часто такое бывает, что не дают возможности отвечать, не дают передать ответственность, а если передают ответственность, то не дают права выбора. Часто это кто-то из авторитарных и деспотичных. Так в православии это часто получается с мужем, который глава жены. То есть, он ясно знает зону ответственности своей жены, но не дает ей права выбора. Свободные в этих зонах ответственности перемещаться и выбирать то, что она считает нужным. А что, и следующий еще, да? Да, вот хорошо, что был следующий. Мы можем помогать любимому человеку в его проблемах, но не для того, чтобы он оказался у нас в долгу и был вынужден демонстрировать в ответ такую же любовь, а для того, чтобы ему было хорошо. Очень важный момент, что проверяется любовь или созависимость, проявляется по времени. То есть созависимый тоже до времени может дарить любовь, имитировать эту любовь. То есть делать добрые, хорошие дела для другого человека, для своего партнера, все прочее. Но рано или поздно проходится на том, что он потребует обратно. То есть мама требует от ребенка компенсации. Я тебе столько, я тебе жизнь отдала, или что-нибудь такое. Когда там уже возврат? Когда возврат? Ты уже вырос, когда возврат? То есть, в любви не требуется возврат обратно. То есть точно так же мужа и жены. То есть отдача с требованием возврата это уже деформация в любви. А можно? Интересный сейчас момент делания должниками. Часто есть такой момент, он начинается с детства тоже, у родителей детей, но это тоже может быть у мужа и жены. Когда отдает, не требуя возврата, но не принимает.
Очень такой есть интересный анекдот про евреев, ну, про ростовщиков. Там, Абрам, что ты вот в долг даешь, а обратно не требуешь взамен? Это прямо как христианская любовь. Он говорит, да ничего типа христианского тут нет. Вот они мне теперь всегда должны. А теперь они не будут и то, и пятое, десятое. Чувство вины, то есть на человеке и все прочее. То есть вот маленький такой моментик такой, ребеночек там дает укусить, папа укуси, да? Не надо, значит, кушай сам. Все, ребенок мой должник. То есть я ему купил шоколадку, а он мне угостил, он мне как бы дает возврат, папа укуси. Я не принимаю у него возврат, не надо, сыночек, лучше ты мне будешь должен. Лучше пускай накапливается. То есть и это тоже очень опасное взаимодействие. То есть это, когда не принимается чужая, то есть я готов свою отдавать любовь, да? А твои формы проявления любви я не готов принимать, я не буду их принимать. Лучше ты не будешь оставаться у меня дома. То есть мы искусственно создаем должников себе в своих близких людях. То есть я тебе все, а ты мне ничего. Так здрасте, дорогая, я же тебе вот и то, что ты не брала. Ну, я считала, что так будет лучше, да, там, допустим. То есть искусственное создание должников – это четко созависимые отношения. Это вместо любви однозначно. То есть, и в любви всегда нужно помимо умения давать, любовь еще умеет принимать. Принимать бескорыстно, принимать без чувства вины, принимать без долженствований. То есть я принимаю, но при этом не обязательно должен кому-то. То есть на это любовь способна. Если я принимаю от кого-то что-то и считаю, что я теперь его должник, это деформация. То есть в любви нету долженствования. Некоторые как дают, что составляют большинство. Ну, я же про это говорю. Что это есть деформация. А? Нет, я об обратном говорю, что любовь берет, принимает, но не чувствует себя при этом в долгу. Ну а если они потом попрекают, то что? А это не мои проблемы. Зачем я должен на себя? Но тут еще очень важно в здоровой психологической личности, я не несу ответственность за реакцию на меня других людей. Вот созависимость или нездоровое состояние личности, оно всегда натягивает на себя, как обо мне подумают, что обо мне скажут, то есть как это на меня отреагирует. То есть когда я беру ответственность за реакцию других людей, это четкая созависимость, это нездоровое отношение. Я не могу отследить, проследить и проконтролировать реакцию на меня всех других. Вот да, здесь вот 20 человек, допустим, да? Я даю одну и ту же информацию для всех, но каждый реагирует по-своему, по-разному. Если я начну думать, что обо мне подумает каждый из вас, и как он на меня отреагирует, потому что я с ума сойду. То есть ваше право – это ваша реакция. Моя территория улицы – сказать то, что я считаю нужным, то, с чем я приехал, то, что я хочу вам сказать. И вообще говорю я не для вас, я говорю больше для себя. То есть тут моя самореализация, тут итог подытоживания моих каких-то знаний, моих убеждений. То есть опять же, анализ своей довольно-таки самодостаточности в чем-то, то есть мои компенсанты. И огромное удовольствие от того, что я получаю сейчас. Больше это в любом случае это в большей мере для себя. Это вы говорите о здоровых отношениях. А если человек неадекватен и знает, что его слова там приведут к тому, что другой человек просто взорвется, то он несет ответственность, я считаю, за свои слова. Он должен думать, как на него отреагирует и что в итоге получится. И где он что может, допустим, сказать. Зачем жить? Ну вообще как по жизни, Не совсем понял. Я говорю, что вот вы говорите, что человек не несет ответственности за то, что за реакцию на него других людей. Но человек, это мы говорим о здоровом, адекватном человеке. Да. Человек должен сам себя оценивать все равно в пространстве среди других людей и понимать, допустим, что он говорит. Хорошо, сейчас, одну секунду. Правильно, в том формате, в котором мы сейчас беседуем, было бы более здорово сказать, что я для себя принимаю решение, что я ответственна. Как говорить, в каком формате? То есть о себе.
Вот тогда мы переводим это в формат вашего «я», вашей ответственности и вашего здорового образа личности. То есть, когда вы говорите «но другой», «но должен», то есть это вы уже на кого-то, тем более нереального, довольно-таки абстрактного кого-то, кто он, кто должен. Вот, я же говорю, когда вы говорите о себе, в переводе формат себя, что вы считаете, что вы несете ответственность, что, когда, где и как говорить, потому что вы можете вызвать какую-то реакцию. И это будет честно, это будет правильно, это будет в формате здоровых отношений. То есть, когда вы говорите, что «а другие должны», кто вы другие? Это как в кино «Убить дракона». А где иной? Любовь. А, любовь, да. Где любовь? Вот любовь, любовь, иди сюда, да? Есть, а другие должны. Это партия другие или там какой-то это сам. То есть это очень абстрактно, и это уже само по себе не совсем здорово. То есть почему мы, опять же, в моей практике, там, где я работаю, то есть, избегаем обобщений и говорим только от своего имени. То есть я принимаю решение быть таким-то или делать так. Это возвращает меня к какому-то оздоровлению. Да? То есть когда я начинаю говорить ярлыками, когда я говорю обобщениями, когда я говорю идеалами, идеями, философией, за это столько может спрятаться, что я тогда не вижу человека, что он есть. То есть, но когда, допустим, вы говорите в формате «я», то есть я за собой оставляю право быть ответственным за свои слова, там, где сказал, что сказал. У меня это вызывает чувство радости. Потому что я вижу, что человек на себя берет ответственность, я могу только порадоваться, и есть контакт личности. То есть я вижу вашу личность. Когда вы философствуете о правильности или неправильности мира, и кто как должен, я не вижу вас, кто вы, что вы, и какая вы. Понимаете еще? Да. Встречи не произойдет. Просто когда много людей сидит, и в основном стараешься не про себя, а мы так привыкли. Я почему говорю, что опять же, что же, если мы говорим о болезнях, вот мы говорим, как и в Православной Церкви она тоже появляется, мы привыкли философствовать, мы привыкли богословствовать, мы привыкли четко залазить на территорию Бога и там рассуждать, в общем-то, о его жизни, отношении к миру, да, в общем-то. Но при этом за вот этими формами все играют в прятки. Никто никого не видит, никто никого не слышит, никто никого не чувствует. Нет там конкретной встречи. А митрополит вот Антоний, он говорил о встрече личности с личностью. То есть у нас встреча произошла. Я вас услышал. Я этому рад. Я тоже спасибо. Но вы все-таки сказали, что я не несу ответственность за реакцию на других людей. Да, я не несу такой ответственности. Если, опять же, да, здесь можно добавить если я не провоцирую их самостоятельно на какую-то негативную реакцию. Если я не вношу, если, вот тут уже можно говорить в вопросах о совести, если моя совесть чиста. То есть, если я делаю все, что я считаю правильным, здоровым, нужным, трезвым, духовным, то есть, естественно, люди могут реагировать по-разному, и это их право. То есть, какая-то часть этой аудитории может сказать, он не православный, потому что он там нам вчухивает психологию какую-то. Это их право. Какая-то может сказать, он вообще еретик. Это их право. Какая-то часть может сказать, вау, как ты шо, клево так, ты шо. Это их право. Но и ту реакцию я готов принимать одинаково. То есть именно в формате права каждого на свою реакцию, на меня. Но когда, допустим, я здесь начну безобразничать и показывать стриптиз, то есть тут формат того, что вы говорили. То есть я уже 100% буду ответственен за реакцию. То есть я должен это знать. То есть в этом формат оздоровляющейся личности, да, ответственность. Это как провоцирование. Да, если за свои провокации я буду держать, должен буду держать ответственность
из-за реакции людей, потому что это и есть провокация, то есть православный священник на столе танцует стриптиз. Это серьезное дело. В католическом я закончу, или уже закончим вот этим радостным событием? Вопрос. Нет, уже время сказали. Все. Мы уезжаем. Там в вопросах о сектах я хотел просто зачитать некоторые моменты, черт характера. Скажу в двух словах в итоге нашей беседы, что практически в секты идут люди, у которых деформирована личностная территория, которые деформированы отношение к миру, то есть психологические деформации, как правило. То есть они компенсируются за счет, одним словом, фрагментарное личностное я, в котором доминирует капризный ребенок или там неустойчивый или приспосабливающийся ребенок. Он ищет контролирующего жесткого родителя. То есть и это может быть секта. Со своим четким гуру, со своим набором правил, установок, поведения и все прочее. Если это сделать в православии, то православие становится такой же сектой. Ничем не лучше других сект. И об этом тоже хотелось бы поговорить, но я думаю об этом в следующий раз.